У барнаульского коллекционера обнаружилась пластинка с записью, которая не была известна историкам целых 90 лет. А на записи голос соратника Ленина, позже врага народа, который сыграл видную роль в российской истории. Евгения Панина о редкой находке. Эта запись не была известна историкам 90 лет. Пластинка, выпущенная в 1925 году, стала после ареста и расстрела врага народа Льва Каменева опасной. Тираж, а выпустили 3000 экземпляров, был уничтожен. И вот чудом уцелевший экземпляр попал в руки коллекционера Андрея Минкина. Он собирает пластинки ушедших эпох, хранит редкие записи популярных когда-то исполнителей и уже не единожды спас от гибели уникальные диски с голосами тех, чья слава давно прошла. Она в первую очередь бросилась в глаза, потому что на ней стерто с этикетки название произведения. Такое делалось по заведенной в СССР традиции, когда хотели скрыть запись, которая на ней была произведена. Например, были гонения на какого-то артиста, он уехал из страны и боялись, что эту пластинку могут изъять. Или, например, очень многие люди подвергались каким-то репрессиям, и, соответственно, их записи хранить становилось опасно просто. В первую очередь было интересно узнать, что же на ней записано. И когда ставишь, и как раз вот где диктор, ведущий, объявляет слово для доклада товарищу Каменеву, и вот уже начинаешь изучать информацию, а почему я раньше не слышал этого записи, этой голоса, и оказывается, что пластинка буквально уникальная. Ни в одном из госархивах ее нет, вот в открытой информации нигде. Среди коллекционеров неизвестен человек, у кого находится данная пластинка. Лев Каменев – фигура из учебника истории. А когда-то этот человек сам творил историю. Соратник Ленина, революционер, которому официально до поры до времени было позволено критиковать действия большевиков. Сразу после революции получилось так, что 12 дней председателем ЦИК, то есть высшего органа, формально главой государства был Каменев, а Ленин был в этом государстве председателем правительства. Он и послом был, и выезжал, когда заключали договор о мире в Брест-Литовске с Германией. Он выезжал в Гуляй-Поле к Махно, то есть был посредником. Каменев, по сути дела, был, как бы мы сейчас сказали, главой или мэром Москвы. Найденная запись с голосом Льва Каменева была сделана в 1919 году. Он в зените своей славы, буквально второе лицо в стране, и приветствует бойцов Красной Армии. Рабочие и крестьяне, восстав, победили и взяли власть в России в свои руки. Собственно говоря, эти записи довольно стандартные тех лет. Они призывают к патриотическому восстанию, о том, что помещики и большевики издеваются над простым рабочим человеком. И вот впервые в мире власть перешла от помещиков и капиталистов в руки простому народу. То есть записи довольно похожи, но в любом случае это исторический документ. Пластинка уцелела еще и потому, что это была так называемая спарка. На одной стороне записан голос Льва Каменева, на другой – очень популярный в ту пору марш Буденова в исполнении хора под управлением Федора Алехина. Путь от первого лица государства до врага народа Лев Каменев прошел всего за 15 лет. Если Ленин допускал критику своих действий, то Сталин считал это угрозой. Особенно опасным был для Каменева 25-й год. Тогда, объединившись с коллегой по партии Григорием Зиновьевым, он заявил: «Товарищ Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоначалия. Мы против того, чтобы создавать вождя». Тогда обошлось. Льва Каменева исключили из партии, понизили в должности, и он занялся культурными инициативами. Например, создал удивительное издательство «Академия», объединив лучших редакторов, писателей, переводчиков и иллюстраторов. Сегодня эти книги на самые различные темы, от художественной литературы до технических брошюр, библиографическая редкость. Сталин ждал повода. Таким поводом стало убийство Кирова в 1934 году. И Каменева, и Зиновьева
под предлогом того, что они пытались совершить заговор против Сталина, других видных, так скажем, государственных деятелей. Их арестовали. Газета «Правда» в январе 1935 года вышла с большими заголовками о вынесении обвинительного приговора. Сначала 5 лет, потом приговор ужесточили. Летом 1936-го окончательный суд и высшая мера наказания. Так Лев Каменев стал врагом народа. Все, связанное с ним, подлежало уничтожению, в том числе пластинки с записью его голоса. Просто, чтобы не попасть под молох репрессий. Но, как нам хорошо известно, рукописи не горят. Век технического прогресса – это справедливо и для слова звучащего. Во имя мировой революции, во имя объединения трудящихся всего мира. Евгения Панина, Александр Жуйков, Андрей Кулябин. Вести Алтай.